Здорово! Илюха, сукин ты сын! Здорово! Сегодня у нас видеоигра под названием «Боевой молот 40 тысяч. Космический десантник 2». И сразу скажу, дабы фанаты меня не стали хавать, мне глубоко похуй, кто там с кем воюет, кто такой император и почему все такие злые. Мне похуй. Потому что за лор я не шарю, да и вникать особо не собираюсь. Меня интересует зарубиться с друзьями, пострелять из болтера и получить кайф от драки с пришельцами. За 3000 рублей. Сколько? Поэтому только геймплей, без историй и воды. Сейчас узнаете, стоит ли она ваших денег и вашего времени. Пока можете написать в комментах, какую игру вы бы хотели увидеть у меня в следующих видосах. Погнали! Warhammer 40 тысяч Space Marine 2 — это экшен от третьего лица, где ты огромный мужик в броне, который рубит, стреляет и уничтожает волны врагов. Есть сюжетная кампания, но я ее не проходил, потому что меня интересовал только онлайн. Так что про лор и истории, как я уже говорил, рассказывать вам не буду. Мне просто нечего сказать. Я сразу залетел в мультиплеер с двух ног, и там реально есть на что посмотреть. В сюжетку я не залипал, но знаю, что ее тоже можно проходить в кооперативе до 3 человек. Для тех, кто не хочет один тащить это душное сюжетное бремя, самое то. По большей части вся суть игры для меня — это режим операции. Кооперативные миссии для 3 человек, где вы с пацанами выполняете задания на разных планетах, мочите орды тиранидов и пытаетесь выжить. Карт несколько, они открываются по мере прохождения сюжета, но можно и без прохождения сюжета. Но игра вас сразу спросит, точно ли вы хотите играть в эту миссию без сюжета. Слишком много сюжета. Задачи везде примерно одни и те же. Зачисти зону, защити точку, завали босса. Завали ебало! По сути, это классическая ПВЕ Рубилова, где ты и твоя команда должны выживать в условиях полного хаоса. Миссии длятся примерно 40 минут в зависимости от сложности и того, как играет команда. Нельзя просто залететь, умереть и дропнуть игру, потому что ты подведешь работяг. Если ты умер, твои напарники могут тебя воскресить, но если легла вся команда, миссия провалена. Тактика здесь работает, но не всегда. Иногда проще зайти и начать раздавать всем пизды, чем пытаться строить стратегию. Но если вы играете на высоких уровнях сложности, то без нормальной координации делать там нечего. И еще важная штука — это добивание. Тут они сделаны на высшем уровне. Для каждого врага своя уникальная анимация, с разрывами, хрустом костей, кровью и мясом. Это выглядит настолько круто, что иногда я специально не стреляю, чтобы просто подойти и вручную разобрать врага на запчасти. В плане сложности есть несколько уровней. Начинаешь на легком, чтобы понять механику, а затем переходишь на сложные режимы, где враги становятся агрессивнее и умнее. Это добавляет игре жизни, потому что на высоких сложностях ты реально должен выкладываться на полную. Если вы любите просто заходить и рубиться, не думая особо о стратегии, это ваш режим. Но если же вам нужна сложная тактика и долгие миссии, здесь тоже есть что ловить. Но в целом операции — это просто чистое мясо с элементами тактики. Как раз то, что нужно для вечернего вайба после работы, ну или после учебы. В онлайне доступно 6 классов: солдат, штурмовик, авангард, бастион, снайпер, поддержка и технодесантник. У каждого свои способности, и они реально меняют геймплей. Солдат имеет стандартный ствол, но с ультой, которая вешает на врагов урон и ускоряет перезарядку. Штурмовик разъебывает все на своем пути. Ульта — мощный урон по площади. Авангард прыгает в гущу врагов с хук-гранатой и раздает доф на ближайшей дистанции. Бастион танкует, ставит щит и тащит на себе всю команду, пока остальные прячутся за его спиной и отстреливаются. Снайпер сидит вдалеке и снимает врагов с 1-2 голов, для любителей посидеть в кустах и понажимать на курок. Поддержка раздает щиты и лечит союзников. Без него в сложных миссиях становится туговато. Технодесантник чинит турели на карте, которые атакуют врагов. Его ульта — это пулемет из-за спины, который кормит мощным свинцом ебак. Каждый класс прокачивается отдельно.
Чем больше играешь, тем больше открываешь нового оружия, скинов и перков. И еще деталь. Каждое оружие прокачивается отдельно. У каждого ствола свои перки, так что если ты фанат конкретной пушки, ее можно заточить под себя. Вся прокачка завязана на операциях и осадах. Чтобы качаться быстрее, надо играть на высоких уровнях сложности. Чем сложнее, тем больше опыта и награды. Ну и враги там злее. Так что будьте аккуратней. Кстати, есть тема с перерождением. Когда ты достигаешь максимального уровня, ты можешь сбросить его и начать заново, получив перерождение. Это дает тебе кое-какие бонусы и новые возможности. Суть такая: прокачался до максимума, сбросил уровень, стал сильнее. Как будто ты заново начинаешь играть, но уже с опытом. Для тех, кто любит долго играть в одну игру, это может быть хорошей фишкой. Есть стратегемы дня и недели. Это задания, за которые дают спецвалюту. На нее можно покупать скины, чтобы не донатить. Да, тут есть донат, но он чисто на косметику. Не хотите платить? Просто делайте задания и открывайте шмотки за игровую валюту. Еще есть режим осады. Это выживание с бесконечными волнами врагов. Игра идет, пока вся команда не сдохнет. Каждая 5-я волна – босс. И вот тут начинается настоящий пи***ц. Если у вас нет слаженной команды, вы просто сольетесь на 3-й волне. Между волнами можно пополнять припасы или брать всякие бафы. Чтобы было на что брать припасы, помимо отражения волн, старайтесь выполнять задания, которые предлагает игра, и вам будут сверху накидывать кое-какие копейки. Враги постоянно лезут, боссы сильные, а на 5-й волне начинается ад. Если у команды нет нормальной связки, вы просто сольетесь, даже не поняв, что произошло. Еще есть PvP, но в него я так и ни разу не зашел, потому что PvP в таких играх меня не особо интересует, так что сори. Я прощаю тебя. Игра реально крутая. Мясо, кровь, болтеры, цепные мечи, все как мы любим. Оптимизация хорошая, на моей системе летает без лагов. Конечно, были просадки FPS, когда врагов было реально много. А так все супер, особенно если имеете на своей видюхе DLSS. И знаете, это также идеальная игра для вечеров. Включаешь музыку на фоне, запускаешь Warhammer и просто ловишь вайб, убивая толпы ебак с планеты Жопа. Не нужно думать особо о сюжете, как-то напрягаться, просто заходишь, рубишься, угораешь и месишься в глину. Теперь пару нюансов. Первый. Цена. 3200 рублей за игру, в которой контента, не сказать прям до***а. Карт немного, и со временем они начинают душить однообразие. Да, там есть разные миссии, но если вы играете постоянно, то через пару недель вы уже знаете каждый уголок. Сами разработчики добавили систему престижей, чтобы было чем заняться на высоких уровнях сложности. Но это не спасает от повторяемости, поэтому 3200 за такую игру, это как бы... Нихуя себе. Второй нюанс. Повторяемость. Ты делаешь одно и то же. Заходишь, убиваешь волны врагов, прокачиваешь класс и вот так вот по кругу. Это неплохо, если вы любите динамичный экшен. Но к концу сессии начинаешь чувствовать, что все это становится слишком душным. Также есть еще одна заморочка, про которую многие пишут, и я тоже с ней сталкивался. Чтобы просто зайти в матч, иногда приходится менять класс, потому что система не дает играть одним и тем же персонажем вдвоем в одной миссии. Если хочешь качать конкретного перса, готовься иногда подстраиваться под команду и играть на персе с нулевой прокачкой, либо же качай всех персов сразу. Warhammer 40 000 Space Marine — это мясорубка, которая заходит под настроение. Если у вас есть друзья, с которыми можно залететь и порубиться, берите. Если играете в одиночку, скорее всего вы заскучаете. А еще, если у вас слабый компьютер, вы вряд ли с кайфом сможете ощутить этот геймплей. Несмотря на то, что оптимизация в игре хорошая, кайф игры еще в том, чтобы в хорошем качестве расчленять разных ебак. Если же делать это в шакальном качестве, кайфа не получить, так что имейте в виду. И от меня Warhammer 40 000 Space Marine 2 получает оценку 8 из 10. За атмосферу, за мясо, за классы, за императора. Но минус за цену и однообразие. Если не жалко денег, можете брать за фулл стоимость. Если же жаба все-таки душит, подождите распродажи. Потому что скидки бывают доходят и больше чем до половины. В этот раз спойлера на следующее видео не будет, потому что я пока что использовал весь материал, что скопился у меня за этот небольшой промежуток времени. Но это не значит, что я опять ушел на покой. Все будет, друзья, и все будет скоро. На этом все. Не забывайте оформлять лайк на видео, если оно вам понравилось, и подписку, если вы не подписаны. С вами был Пашок. Скоро увидимся.